Глава 45. Фэн Синь, который стоял ближе всех, смотрел на Сэляня, не в силах скрыть потрясение. Во взгляде Му Цина, помимо сдерживаемого удивления, смутно читалось волнение. Ши Цин Сюань ровно уложил мин и затем спросил. «Цаньцу, ты, должно быть, что-то путаешь. Если его высочество действительно советник Фан Синь, почему ты узнал его только сейчас?» Как раз в этот момент кто-то из небожителей вмешался. «Цинь-Сюань, это как раз тебе кое-что неизвестно. Легендарный советник Фан Синь отличался характером высокомерным, по натуре являлся загадочным и холодным гордецом. Он никогда не показывал своего истинного лица и всегда носил серебряную маску. Должно быть, его высочество Тайхуа никогда и не видел его настоящего облика». Говорящий стоял с краю, дальше остальных, сложив руки на груди. И это был Пэймин Ши Цинь-Сюань, увидев его, немедля ощетинился, взмахнул метелкой и ответил, что ж, раз так, это означает, что еще никому и никогда не доводилось видеть истинного лица советника Фан Синя. Так почему же в вашем тоне, генерал Пэй, слышится столь непоколебимая уверенность в том, что его высочество Синьлэ и есть советник Фан Синь? Совсем недавно на задании с Сэлянем Повелитель Ветров попадал в такие нелепые ситуации, вспоминая которые, невозможно было не рассмеяться. Однако стоило им оказаться в чертогах Верхних Небес, Ши Цинь-Сюань сразу кардинально переменился, он вел себя весьма самоуверенно, при этом внимательно взвешивая каждое слово и действие. В этот миг из внутренних чертогов дворца показалась белоснежная фигура, которая своим появлением привнесла спокойствие в окружающую обстановку. Небожители, всего пару мгновений назад приглушенно обсуждавшие различные версии произошедшего, тут же заняли положенные им места, поклонились в пояс и поприветствовали. «Владыка!» Цзюню слегка приподнял руку, подавая знак выпрямиться, и, ни слова не говоря, направился к Сэлиню. Поравнявшись с принцем, владыка коснулся правого плеча принца. От этого прикосновения, похожего на хлопок, кровь, которая ранее каплями стекала по рукаву Сэляня, немедленно остановилась. Бегло осмотрев Мин и, Цзюню заключил. «Опасности для жизни нет. Помогите повелителю земли залечить раны». К Мин тут же подошли 4 небожителей-целителей. Они помогли ему подняться на ноги и увели за собой. Ши Цинь-Сюань хотел было отправиться с ними, чтобы убедиться, что все будет хорошо, но затем внимательнее изучил сложившуюся во дворце Шэнью ситуацию, решил, что не сможет уйти со спокойной душой, и потому остался. Цзюню, сложив руки за спиной, вернулся на высокое место, сел на трон и затем произнес. «Рассказывайте, что опять стряслось? Почему Тайхуа не выпускает из рук Синьлэ, и почему Синьлэ стоит понурившись?» Лан Цаньцу вновь бросил взгляд на Сэляня. Однако, увидев, что тот молчит, а вокруг собралось достаточно небожителей, чтобы не дать ему сбежать, все-таки отпустил руку. Затем развернулся к Цзюньку и с поклоном произнес. «Владыка, этот человек несколько сотен лет назад, действуя под именем Фан Синь, убил моих родных, принес беду в мою страну. Я намерен вызвать его на смертельный поединок и прошу владыку сегодня стать тому свидетелем и судьей». Теперь даже те небожители во дворце Шэнью, которые никогда не слышали о советнике Фан Сине, поспешно присоединились к сети духовного общения, чтобы разузнать все в деталях. Не справлялись, так и не знали, а как узнали, от страха затрепетали. Весьма кстати подоспела Линвэнь, которая по многочисленным просьбам развеяла всеобщее недоумение. Советник Фан Синь, он же наставник и спаситель Лан Цаньцу, наследного принца государства Юнань. Называется одним из советников-чародеев по причине совершения громкого преступления, кровавой резни императорской семьи на перу чистого золота. Ши Цинь-Сюань спросил, что за пир чистого золота? Лин Вэнь ответила, «Ваше превосходительство, пир чистого золота – это торжественный прием, который стал традицией еще при правлении династии Синьлэ. Вся посуда на приеме, винные чаши и сосуды, а также музыкальные инструменты были сделаны из превосходного золота высшей пробы. Пиршество являло собой несравнимо роскошное зрелище, и потому получило такое название.
После становления династии Юнань на всю Поднебесную прозвучала ее торжественная клятва, окончательно и бесповоротно положить конец расточительству, коим славилась прежняя династия, ни в коем случае не повторять их ошибки, всем сердцем и всеми помыслами стремиться разрешить страдания простого народа. И все же, спустя несколько десятков лет, новая династия выучилась всему у прежней и пошла по тому же пути. Линвэнь продолжала. В день 17-летия наследного принца Юнань в императорском дворце устроили торжественный прием. И тем вечером советник Фан Синь именно на перу чистого золота он, вооружившись мечом, забрал жизни всех членов правящего дома Юнань. Опрокинулись золотые кубки, алая кровь полилась как вино. И лишь наследный принц Юнань, Лан Цаньцу, который прибыл на пир с опозданием, избежал страшной участи. Однако и он едва не погиб. Подобное потрясение вне всяких сомнений нанесло серьезный ущерб государству Юнань. И если бы не Лан Цаньцу, который всегда пользовался народной любовью и приложивший невероятные усилия для спасения государства, непременно вспыхнуло бы восстание. С огромным трудом сохранив стабильное положение дел в государстве, правящий дом Юнань призвал всех героев и заклинателей Поднебесной бросить силы на погоню за сбежавшим убийцей. В конце концов виновник был схвачен, и Лан Цаньцу своими руками убил Фан Синя, первого советника-чародея, после чего заколотил его в трехслойном гробу, наложил сдерживающие заклятия и захоронил в земле. И все же после случившегося династия Юнань понесла огромные потери, неизбежно пришла в упадок и уступила место следующему правящему дому. Лан Цаньцу уставился на Сэляня взглядом, полным ненависти. «Я никак не мог понять, почему ты так поступил. Я никогда не верил в чушь о том, что ты просто не мог видеть династию Юнань на троне. Я не считал, что ты желал захватить власть. Но теперь я, наконец, понял, почему». Небожители от удивления раскрыли рты и вытаращили глаза, по толпе пробежали шепотки. Это была месть. Что же еще, если не месть? Государство Синьлы было уничтожено, и он решил в отместку уничтожить государство Юнань. Люди Юнань убили его родителей, поэтому он решил убить родителей наследного принца Юнань. Око за око, зуб за зуб. Но ведь Лан Цаньцу не принадлежал к тому поколению, которое уничтожило государство Синьлы, он совершенно неразумно сорвал свой гнев. Не будем забывать, что посмешище трех миров, от рождения дурень, хоть и оказался весьма безжалостным персонажем. Пробрался во вражеское государство, чтобы тайно поступить на службу советникам и мутить воду, а потом одним махом расправиться со всей императорской семьей лихо. Сэлянь почувствовал на себе взгляд Цзюнь и закрыл глаза. Лишь спустя несколько секунд он услышал голос владыки. «Тайхуа, чем ты можешь подтвердить, что Синьлы и есть Фан Синь?» Лан Цаньцу выпалил. «Именно советник Фан Синь обучал меня искусству фехтования. Одного удара хватило, чтобы я узнал его». Шепчущиеся небожители вновь заволновались. Пускай бы мутил себе воду в государстве, но зачем совершать лишние усилия и обучать принца вражеского государства фехтованию? Ничего удивительного, что с тех пор, как он вознесся в третий раз, я не видел, чтобы он брался за меч. Боялся выдать себя, не иначе. Лан Цаньцу добавил, во время вылазки в призрачный город мне пришлось сразиться с собирателем цветов под кровавым дождем. При упоминании призрачного города и Хуачена немало небожителей вновь содрогнулись. Лан Цаньцу же продолжил. В 12-летнем возрасте во время прогулки за пределами дворца я был пленен шайкой разбойников. Они схватили меня и бросились в город, за ними погналась моя охрана, между сторонами завязалась драка. Как вдруг весь покрытый синяками торговец уличными представлениями, сидящий у дороги, схватил ветку дерева и вмешался в сражение, точно таким же ударом он отбил 2 меча и спас меня. Охрана схватилась с разбойниками, в результате чего пострадали обе стороны. А уличный артист отвел меня обратно в императорский дворец. Отец и матушка из чувства благодарности любезно уговорили его задержаться, впоследствии же заметили в нем огромный потенциал и пригласили на должность советника. Он 5 лет обучал меня владению мечом, я знаком с его стилем как никто другой. Разве я мог ошибиться? Муцин бесстрастно заметил. Ваше Высочество Тайхуа, вы сказали, что видели лишь один удар, размытую тень, но этого кроме вас не видел, кажется, больше никто.
Выходит, это всего-навсего одностороннее мнение. Его слова могли показаться изреченными в пользу Сэляня, на самом же деле в них содержался более глубокий смысл. Поскольку Муцин наверняка прекрасно понимал, что итог предначертан, и чем больше задавать вопросов, тем более железные доказательства начнет приводить Лан Цаньцу. А значит, такие вопросы нисколько не могли помочь Сэлиню. И действительно, Лан Цаньцу воскликнул. «Прекрасно. Прошу, подайте мне меч». Во дворце присутствовало немало богов войны, которые носили при себе оружие. Откликнувшись на просьбу, кто-то немедленно бросил Лан Цаньцу меч. Тот поймал его и протянул Сэлиню со словами: «Возьми, мы сразимся прямо сейчас, ничего скрыть не удастся. Покажи себя в полную силу, пусть все увидят, схожи ли наши стили фехтования, и правда ли то, что это ты меня обучал». Требование Лан Цаньцу сражаться прямо во дворце Шэню показалось остальным довольно бесцеремонным. И все же, стоило им вспомнить пир чистого Зо Лота, омытой кровью семьи прославленного его высочества наследного принца, волнение последнего становилось более чем объяснимо. Ши Цинсюань, все еще переживая за раны Сэляня, вмешался. «Цаньцу, его высочество защитил тебя от сабли Хуачена. Посмотри, во что превратилась его рука. Как он будет держать меч, чтобы сражаться с тобой». Услышав его слова, Лан Цаньцу вдруг замахнулся левой рукой и нанес удар сам себе по правому плечу. Раздался треск, из его правой руки немедля брызнул кровавый туман, она окрасилась струйками крови и безвольно повисла. Не требовалось осматривать рану, чтобы понять, насколько она тяжелая. Небожители испытали глубочайшие потрясения, Сэлянь же замер, поднял взгляд и спросил: «Что ты творишь?» Лан Цаньцу ответил: «Его превосходительство повелитель ветров все верно сказал. Ты действительно только что поранил руку, чтобы меня спасти. И я возвращаю тебе эту рану. Ты спас меня, это правда. Как это, что убил всю мою семью? Я знаю, что ты способен в совершенстве фехтовать обеими руками, поэтому сразимся левыми. Берись за меч, если ты мужчина». Сэлянь посмотрел на меч, затем на него, и в конце концов покачал головой. «Много лет назад я дал клятву, что больше никогда не заберу чужую жизнь мечом». Услышав эти слова, Лан Цаньцу вспомнил, как тем страшным вечером явился на пиршество и как раз застал момент, когда тот человек в черных одеяниях вынимал меч из тел его отца и матери. Его глаза немедля покраснели, отчего взгляд сделался пугающим, а пальцы левой руки, сжимающие меч, громко хрустнули. Ши Цинсюань одним взмахом метелки остановил лезвие его меча и вмешался. «На мой взгляд, между вами явно произошло недопонимание. Ведь если советник Фан Синь всегда носил маску, вполне возможно, что кто-то другой прикинулся им, чтобы совершить убийство. Как вы считаете, владыка?» Все развернулись в сторону трона. Цзюню произнес: «Синьлэ». Сэлянь согнулся в поясном поклоне. «Да», Цзюню задал вопрос: «Ты признаешь, что все, сказанное Тайхуа, правда?» Сэлянь ответил: «Признаю». Это слово «признаю» прозвучало столь холодным и не похожим на его прежний голос тоном, что Фэн Синь, Муцин и Ши Цинсюань мгновенно переменились в лице. Цзюню кивнул и спросил снова: «И все-таки, советник Фан Синь, омывший кровью пир чистого золота, это ты или не ты?» Помолчав пару мгновений, Сэлянь вздернул голову и ответил: «Все верно, это я». Его слова, прозвучавшие звонко и уверенно, не оставили принцу пути назад. Лан Цаньцу произнес: «Ты признал, что отлично. Давно известно, что в чертогах верхних небес не перечесть небожителей, которые запятнали руки кровью простых людей. Но если говорить на чистоту, никому еще не приходилось по-настоящему платить за стародавний кровавый долг, тем более с таким размахом. Возможно, потому, что среди потомков пострадавших смертных не было ни одного, подобного Лан Цаньцу, который оказался столь настойчивым, что вознесся на небеса и теперь имел право предъявить обвинение убийце, находясь в статусе небожителя. Даже Пэйсу, пользуясь поддержкой генерала Пэ, в итоге не смог избежать ссылки в мир смертных. А Сэлиню ни на кого было положиться. Теперь оставалось лишь надеяться, что Цзюнь-У, в память о прежней дружбе между ними, встанет на его сторону.
Вот только никто из небожителей никак не мог взять в толк, какие чувства все-таки питает Цзюнь-У к Сэлиню. Разумеется, когда наследный принц Синьлы вознесся в первый раз, владыка проявлял к нему чрезмерную благосклонность, на второй раз им пришлось сразиться, и Сэлянь был повержен, однако лишь после того, как нанес Цзюню немало ранений, после третьего же вознесения отношения между ними все же стали ровными, будто они оба позабыли о случившемся в прошлом, а Цзюню, ко всему прочему, выстроил для Сэляня новый дворец в столице бессмертных. Поэтому небожители никак не могли разгадать эту загадку. И теперь все вокруг навострили слух, чтобы узнать, какой вердикт вынесет тот, кто выше по статусу. Никто из них не предполагал, что Сэлянь заговорит, не дожидаясь решения Цзюнь-У. Синьлы берет на себя смелость обратиться к владыке с просьбой. Цзюнь-У ответил: «Говори, прошу владыку забрать мой статус бессмертного и низвергнуть меня в мир смертных». Некоторых небожителей эта фраза потрясла, но в то же время заставила восхититься принцем. Разве кто-то мог пожелать низвержения, когда вознесение досталось столь нелегким путем? С огромным трудом забраться так высоко, чтобы разом сверзиться вниз, одна мысль об этом вызывала страшные муки сожаления. Поэтому никто из них ни за что не посмел бы выдвинуть Цзюню просьбу, подобную сказанной: «Прошу, низвергните меня». Однако некоторые небожители не увидели в поступке Сэляня ничего выдающегося, ведь уже наделано столько шума, что, возможно, напасть первым, чтобы скрыть отступление, выход намного более верный, чем стоять на своем и ни в чем не признаваться. К тому же, Сэляня ведь уже низвергли дважды, а значит и третий раз для него не станет чем-то ужасным. Должно быть, он уже привык к подобному. Лан Цаньц уже возразил: «Не нужно просить о низвержении. Твое вознесение – результат собственных усилий. Я требую от тебя лишь одного – поединка». Сэлянь ответил ему: «Я не хочу с тобой биться». «Но почему? Ты ведь раньше уже сражался со мной. Неважно, каков будет итог, жизнь или смерть, покончим с этим раз и навсегда». Сэлянь бесстрастно ответил: «Потому, в схватке со мной тебя ждет неминуемая смерть».